Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Сегодняшняя история о том, как Тэхён подставил Чангука в прямом эфире, смутил и сидел потом мега довольный собой от того, что сделал. Так и вижу бегущую строку на лбу Чангука. «Спасите, помогите». Пол. 9 место. Тэхён тоже бывает для Чангука папочкой. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Почему люди снова гнобят Чангука прямо сейчас?». Ему нет покоя даже в армии. Просто позвольте ему и Тэхёну жить так, как они хотят. Чангук высказывался на эту тему. Его ответ был потрясающим. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? А куда это мы смотрим, а? Седьмое место. Чангук как магнит. Шестое место. Поведение пары. Какой же Тэхён довольный. Эти фото делают мне так больно. Пятое место. Пусть у каждого в жизни будет человек, который будет смотреть и слушать так влюбленно, как Чангук смотрит на Тэхёна. Четвертое место. Забота.
Уютный способ сказать, что ты рядом. Это так мило и так заботливо. Третье место. Новости. Обновление Инстаграм-бама. 와, 와, 앉아. 아니, 그렇지. Новое фото с Тэхёном, сделанное в тот день, когда он посетил футбольный матч. Улыбается Мишка, чудо такое. Magic Shop от Чангука. Спасибо, что напомнил о себе. Симинвест делится сторис с мероприятия, где они раздают бесплатный кофе и товары с Тэхёном. Очередь посетителей становится все больше, даже спустя несколько дней со старта акции, и им приходится ограничить поток. Тигренок, а не киса. Чангук сказал: «Мой любимый месяц? Январь, наверное». 26 января – особенный день, его считают Международным днем Тэйкук. Почему? Потому что в этот день произошло несколько, как на меня, очень показательных событий. В 2016 году Чангук опубликовал кавер на песню Nothing Like Us. Мы все знаем слабость Тэйкук к этой песне. Чангук пел ее Тэхёну на интервью и сидя на балконе под окнами комнаты Тэхёна в одном из эпизодов «Бон Вояжа». В этот же день Тэхён опубликовал кавер на песню «How am I supposed to live without you?» «Как мне жить без тебя?». 26 января 2018 год Чангук и Тэхён были замечены в ресторане отеля Немсон Грэнд Хайет Хилл. Фишка в том, что в этом месте нельзя просто забронировать столик и прийти поужинать. В ресторан допускаются только люди, снимающие номер самого отеля. Обычно в нем бронируют номер минимум за 2 недели, а это значит, Тэйкук спланировали все заранее. Также в ресторане запрещена фото- и видеосъемка, если она не для личного архива, но у Чангука была с собой камера, на которую он записал памятный ужин. Также немаловажный момент. В этот день Чангук был одет в толстовку, которая была подарком от фан-базы Тэйкук. 2020 год. Грэмми. Безусловно, это был выход от 7 и мероприятие с огромным количеством знаменитостей, но я считаю, что Грэмми в том году принадлежала Тэйкук. Та аура и вайбы, которые парни излучали, просто притягивали взгляды людей. Они говорили только об одном: это мой человек, я люблю его. 25 января 2022 год. Тэхён выложил нам отрывок из песни со словами: «Я вижу твою улыбку и улыбаюсь тоже. Я вижу, что ты плачешь, я плачу тоже. Поскольку тебя здесь нет, я потерял свой единственный свет. Я совсем один, на глубине 9 футов». В Корее уже было почти 26 число. Давайте подумаем о том, что Тэйкук рядом друг с другом на протяжении 11 лет, и, пожалуй, армия стала самым длительным периодом их разлуки. Но какие события не происходили бы в нашей жизни, если в ней есть главный человек, никакие обстоятельства и время этого не изменит, он будет вашим ровно до тех пор, пока вы сами не измените эту истину.
Он действительно лекарство от душевных ран. Эта привычка Чангука подписывать свои вещи такая милая. Что мы все о Чангуке, Тэхён тоже взглядом не отлипает. Джин Навевас, всем привет, это Джин. У вас все хорошо? Размышляя о том, как вас поздравить с Новым годом, я упустил время и нужный момент, не имея возможности видеться с вами часто. Примите много новогодних благословений, надеюсь, этот год будет наполнен чудесными событиями, и вы разбогатеете. Счастливого Нового года всем! Для них касаться – это как дышать. У Чангука появился еще один подписчик. Хасок открыл страницу в ТикТок. Пока он только осваивается, у него всего одно видео, успел подписаться на BTS и на Чангука. Похоже, будет весело. Я просто обожаю следить за мимикой Чангука. Джин и Тэхён были упомянуты в передаче «Ты моя судьба». Ведущий: я думаю, было бы неплохо родить ребенка 17 апреля. Именно тогда рождается хозяин солнца. Это время совпадает с удачей Джина и Тэхёна. Этого стоит ждать с нетерпением, потому что это лучшее время. Отец ребенка спросил, может ли мой ребенок стать знаменитостью. Ведущий ответил, это такая же удача, как у Джина и Тэхёна. Даже если он будет учиться и вдруг не сможет поступить в Сеульский национальный университет, Йонсей или Корейский университет, в этом будут виноваты только родители. Мама ребенка еще спросила, какое это число? Отец ребенка ответил, 17 апреля. Мать ребенка снова спросила, зачем вам день рождения ребенка? Ведущий сказал, также возможно посмотреть на знаменитостей, которые хорошо учатся. Гадалка назначила благоприятную дату для рождения ребенка. Если это 17 апреля, то это совпадает с удачей Джина, поэтому он рекомендовал рожать в этот день. Они в восторге, потому что есть люди, которые верят, что удача зависит от даты и времени рождения. Его рандомные эфиры. Обновление YouTube Луис Вуиттон. Закадровое видео с Хасоком для Men's Fall Winter 2025 шоу.
Джин сказал, мой стиль менялся с течением времени. Когда я был моложе, то зависел от того, что мне давали и как одевали. По ходу моего взросления я находил вещи, которые мне нравились, и таким образом у меня развился собственный вкус. Затем я начал коллекционировать то, что мне нравилось, и формировал свой стиль. Перед показом мне посчастливилось увидеть архивы, старые коллекции Луи Виттон. Это был интересный опыт, именно он заставил меня с нетерпением ждать шоу. Это один из тех моментов, который станет очень и очень важным. Благодаря этому шоу мы с еще большим нетерпением будем ждать будущих работ Луи Виттон. Если бы мне пришлось описать эту коллекцию одним словом, то это было бы «сие бон». И все хорошо, что Тэхён выбрал музыкальную карьеру, а не модельную. Нашего Тэхёна никто не превзойдет. Хасок триумфально возвращается на сцену во Франции. Ни холод, ни влажность не смогли ослабить страсть фанатов. В коридоре поздним вечером группа поклонниц спешит к выходу. Рэпер, продюсер и танцор из южнокорейского коллектива получил ответственное задание – открыть концерт, на котором выступают такие артисты, как Кэти Перри, Гимс, а также другие звезды кей-поп, включая Роуз, G-Dragon и Тхэянг. Для АПМУ, которые с самого утра ждали у входа на арену в Париже, девиз был ясен – громко поддерживать своего кумира. И это неудивительно, ведь момент стал историческим для Хасока и его фанатов. Он впервые выступает во Франции после завершения 18-месячной военной службы. Когда ведущий вечера Тедди Райна объявляет выход мегазвезды Хасока, публика взрывается радостью. Первый исполнитель на сцене – это особая честь, отведенная тому, кто способен создать невероятную атмосферу. Позже, во время прямой трансляции, певец признался, что гордился своей ролью, но больше всего его поразила оглушительная поддержка зрителей. Также он рассказал, что получил поддержку от президента акции Pieces Jones Брижит Макрон, которая даже присутствовала на репетициях концерта. В костюме от Луис Вуиттон, амбассадором которого он является, Хасок, которого фанаты ласково называют «хобби», продемонстрировал, что не растерял сценической энергии. Забыта военная форма и строгие правила службы, теперь артист может полностью раскрыться. Исполнив 3 песни вместе с симфоническим оркестром, он задал тон своему предстоящему турне, которое стартует в феврале в Азии и Америке. Хасок открыл вечер с песнями «On the Street» и «More», 2 своими сольными хитами. Затем он вернул публику в атмосферу концертов BTS, исполнив легендарную «Mic Drop». В зрительном зале светящиеся палочки АПМУ засветились фиолетовым, фирменным цветом BTS, а поклонники хором поддерживали своего кумира. Иногда мне кажется, что Чангук не из этого мира, а иногда не кажется. Стиль Чангука – это моя Римская империя. Ревность Чангука.
стиль Тэхёна тоже не останется без внимания. Невозможно оторвать взгляд. Его любовь к закатам. То, что происходит без камер. Согласно отчету Wevos Official 2024, Live Чангука I Missed You So матч стал самым просматриваемым в 2024 году с 23 миллионами просмотров. Чангук также стал артистом, получившим наибольшее количество писем в 2024 году от поклонников, написанных ему на Wevos. Когда Чангук просто делает так. Те самые ребята с последних рядов кинотеатра. Когда вы говорите «любовь», вы же имеете в виду взгляд Чангука, всегда направленный на Тэхёна. Вы же об этом думаете? Тэйкук — это проводить личное время вместе. Один не спит, когда другой улетает. Один активен, когда другого нет дома. Оба не активны, когда оба дома. Похожие вкусы, еда, фильмы, мультфильмы. Все сольные промо. Чангук и Тэхён. Я не имею малейшего понятия, как Чангук вывозит этот взгляд вообще. Первая и последняя любовь Чангука. Такой милый, когда сердится.
В его глазах было столько любви. Что за заячьи повадки? Я действительно боюсь микроволновок. Кое-что в нашем мире останется неизменным. Чангук Росточек. Горячий бойфренд Кор. Посмотрите, как его размазало от голоса Чангука. Представитель Музея современного искусства сказал: «Мы даже не знали, что Намджун посетил нас незаметно, пока он не вернулся, и его фотографии не были опубликованы в социальных сетях». На следующий день, после загрузки фотографий, пришли фанаты с куклами-персонажами Намджуна в выставочный зал и сделали памятные фотографии перед работами, размещенными в социальных сетях. Я смог почувствовать его влияние, увидев, как он это делает. Ранее Намджун стал горячей темой, посетив Пусанский художественный музей и галерею Джахён. Арт-пространство, которое он посещает, неизменно переполнено его поклонниками, что делает его одним из горячих людей в мире искусства. То, как он закрывает глаза, когда улыбается. Тэхён и брать только Чангука на прогулки со своими друзьями. О многом говорит. Второе место. Это так интимно. Все же слышим мысли Тэхёна, да? Найдите Тэхёна. Подсказка. Смотрите на Чангука.
Первое место. У Чангука, наверное, бабочки запорхали в животе от этого действия. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.